снова я, Виолетта, и наше агентство недвижимости Вита и Млак. И сегодня мы продолжаем серию видео про рестораны. Мы выбрали сегодня очень такое атмосферное место, ресторан со своей историей. Очень интересно, сейчас вам все расскажу. Называется это место гастрономия Хатай и Ви, то есть, назовем его просто ресторан Хатай. Сейчас мы вместе с командой пойдем отведаем блюда в этом ресторане и расскажем вам про историю создания этого ресторана. На самом деле, друзья, этот ресторан был основан совсем недавно, в апреле 2023 года. И целью создания этого ресторана была помощь и поддержка жителям Хатая. Город Хатай находится на границе с Сирией. И у этого города есть свой особый статус – город-гастрономия. Раньше город Хатай входил в состав Сирии, а Сирия была под влиянием французской колонии. И в этом городе смешалась кухня трех культур. Это османская, французская и арабская. В этом городе насчитывается более 600 блюд. И в связи с этим ЮНЕСКО городу Хатай был присвоен статус город гастрономии. И хатайцы, конечно, всегда очень гордятся и гордились вот этим вот статусом. Я сама лично была в Хатае, гуляла по этим улочкам еще до землетрясения, и этот город просто очаровал меня. Это город с такими узенькими улочками, со своей атмосферой, с невысокими зданиями. Вот здесь вот меня прямо вот я поймала вот этот вайб Хатая. То есть и там очень много таких узких улочек, и в них рестораны, различные заведения, даже там дискотеки какие-то были, мы ходили, какие-то клубы. И вот именно вот хатайские рестораны, вот это их атмосфера. То есть они, как правило, многоэтажные, вот эти вот каменные стены. Я думаю, что когда мэр города выбирал, где же основать вот этот ресторан, они прямо очень удачно попали, выбрали именно в районе Чарши. Сам район Чарши вот по своей атмосфере очень напоминает Хатай. Давайте представим, что вот взяли ресторан в городе Хатай и перенесли его прямо в Мерсин вместе с его атмосферой, архитектурой и даже персоналом. Как я и говорила, основной целью создания ресторана здесь, в Мерсине, ресторана Хатай, была поддержка жителей Хатая. Жители этого города перенесли большую трагедию, горе. И здесь мэрия города предоставила им шанс начать жизнь сначала. Конечно, забыть эти страшные события они никогда не смогут, но тем не менее у них есть шанс начать новую жизнь и постараться как-то жить дальше и делать любимое дело. То есть здесь работают мастера из Хатая, профессиональные повара, просто обслуживающий персонал. Все эти люди, они приехали именно из этого города. Предлагаю прогуляться, напитаться атмосферой и, конечно же, попробовать вкуснейшие хатайские блюда. Поехали! Хатай очень славится своими закусками, хумусом, и, конечно же, в первую очередь мы заказали закуски, они в Турции называются мизе, мы заказали хумус, заказали какую-то ореховую закуску, это алиназик с мясом и баклажанная закуска. Сейчас нам еще принесут ишли кёфте и известные хатайские блюда, мы вам про них все расскажем, попробуем и поделимся. У нас слюнки текут, мы очень голодные. Сейчас у нас Таня и Илья будут пробовать напиток из карадута, из тутовника или шелковицы. Это такой компот, и это национальный, вот именно местный напиток в городе Хатай. И как впечатление? Очень сладко. Очень-очень сладкий, да, я вот помню, когда это делала, мне прям... Да, зеро, сказали, натуральный, только сладость от ягоды, да? Угу. Как будто, как в детстве взяли банку варенья, размешали с холодной водой, и вот такой же вкус детства. У них это, есть еще такие напитки, щербет носят на спине, да. И вот его тоже разливают из этого тоже. Просто здесь это хватает, это из тутовника. Интересно, прикольно. Итак, наконец нам принесли долгожданные блюда. У меня тирдит кебаб, это вот такое мясо. Как?
Тирит-кебаб. У меня тирит-кебаб с таким жареным мясом, соломкой порезанная картошка и еще что-то. Сейчас будем пробовать. Таня, у тебя расскажи, что там. Забыла Забыла название. Сачка-вурма. У Ильи, забыла тоже, как называется, тоже какой-то как гювеч в таком этом, да, мясо с овощами в такой глиняной чаше. А у Маши деревенская курица с грибами. В общем, сейчас будем пробовать и обязательно поделюсь с вами впечатлениями. У меня уже слюна просто течет, я не могу. Мы наелись до отвала, все было очень-очень вкусно. Вообще рекомендую это место не только чтобы поесть вкусной еды, но и чтобы почувствовать вот эту атмосферу, такую аутентичную атмосферу города Хатай. Сейчас мы заказали себе десерт, и это такая вот тыква и инжир. Тыква, она по вкусу напоминает прям цукаты. Вот у нас мама нам в детстве делала цукаты. Вот. И я вообще не люблю тыкву, но эту сладость вообще, она еще полита таким вот... Тахином. Тахином. Да, тахин это кунжутная паста, да, правильно Таня говорит. И что тут здесь, Таня, говорили? Это инжир и каймак замороженный. Каймак замороженный, это что-то среднее между сметаной, наверное, и йогуртом, да? Это 60%, да, сливки. Жирность. Сливки, вот, это сливки. То есть это вообще углеводная бомба, Да. если вы хотите. И что еще хотелось бы сказать про это место, это то, что здесь поддержка мэрии города Мерсина заключается не только в том, что они приняли сюда работников, и они здесь работают и начали новую жизнь, а и в том, что все продукты сюда поставляются прямиком из Хатая, все, включая там овощи, фрукты, мука, я не знаю, что еще там, мясо и так далее, это все поставляется из хатайских фермерских хозяйств. И это тоже хорошая поддержка для фермеров Хатая. Хатай – это регион, который состоит из нескольких городов. Центр этой провинции – это город Хатай, или его еще называют Антакия. Потом есть город Искандерун, это портовый город, и есть город Дорт-Йоу. И еще, по-моему, какой-то город один, я сейчас забыла. В общем, можете загуглить, посмотреть. В общем, от меня однозначный лайк этому месту. Всем рекомендую обязательно прийти, напитаться вот этой вот аутентичной атмосферой, покушать вкусную еду. Скажите вы свое слово, как вам, девочки? Турецкая кухня входит в топ 10 кухонь мира, и только в этом месте я поняла, почему она побеждает во всех рейтингах, потому что это действительно вкусная кухня. Видимо, если вы не любите кошек, значит, вы не умеете их готовить, значит, я ела не ту кухню. Вот, а здесь это действительно вкусное, богатое приправами, приправленное, вот прям все то, как надо. Мне тоже все очень понравилось, от закусок до основных блюд и десерты тоже. Хотя я на самом деле тоже не люблю абсолютно тыкву, но в таком виде это вот единственный вариант, который мне нравится. Поэтому от души всем рекомендуем. Ну и обязательно сама к посещению. атмосфера, конечно. Да, здесь. очень важно, это именно вот эта атмосфера. Я не была в Хатае, но вот по рассказам от Виты я вот чувствую, что я как будто сейчас там, а не в Мерсине. Это место даже удостоилось Машиного инстаграма. Да. В котором она выкладывает Раз в год. максимум раз в год, то, что она вышла на пробежку. Да. В общем, друзья, всем приятного аппетита, приезжайте, наслаждайтесь. Желаем вам всего самого наилучшего, с любовью из Мерсина и шанслав.